Итак, дамы и господа, сегодня я расскажу про одну из самых светлых съемок. Я очень часто говорю, что на съемке я вдохновляюсь именно людьми. Я очень люблю отталкиваться именно от своего состояния, от состояния героя, которого я снимаю, и создать именно такие образы, которые будут подходить а, иногда именно под личное такое настроение, либо какую-то общую ситуацию, либо именно так, чтобы это было гармонично с нынешним именно состоянием, периодом определенной жизни. Эта съемка именно такая. Мы снимали с очень прекрасной, талантливой девушкой Ольгой Сычевой. Если вы не знакомы с ее творчеством, я оставлю внизу ссылку на ее канал, вы сможете ознакомиться, и я думаю, вы будете в диком-диком восторге. У нас было 3 образа, которые я заранее продумал именно в своей голове по наполнению именно каким-то эмоциональным, можно сказать, смысловой нагрузкой в каждый образ, и он плавно переходил от первого к второму, к третьему. Самый первый образ, он был вдохновлен именно в моем понимании, можно сказать, такой какой-то светлой стороной, можно сказать, путеводной звездой. По ассоциациям это был какой-то произведение «Маленького принца», либо, как я уже сказал ранее, «Путеводная звезда», какой-то лучик света, собственно, как и сама модель, которая была на съемке, она именно по состоянию очень подходила именно когда не хватает чего-то именно такого светлого, простого, искреннего. Вот эту съемку можно назвать самой искренней. В моей голове были такие более пастельные оттенки, и у нас было красивое белое платье. Мне не хотелось сделать какую-то очень сложную картинку, мне хотелось подчеркнуть вот эту вот простоту, легкость, вдохновение. И платье, оно было больше именно про какое-то состояние. Я добавила розу, она очень хорошо сочеталась именно с платьем, она тоже была белая. Сюда не хотелось добавлять какого-то яркого, допустим, красного, либо еще какую-то яркую розу, как я обычно люблю добавлять. Здесь хотелось все прийти к одному уровню такой немножечко пастельной картинки. Фон я использовал серый, и, как всегда, я использовал вентилятор, чтобы добавить такое, знаете, молочное настроение, кровь с молоком, что-то такое. Добавить именно легкость, воздушность и вот такое какое-то состояние, когда именно ты основываешься больше на дыхании. По свету здесь хотелось использовать именно что-то такое более натуральное, поэтому, как и на всей съемке, был дневной свет, просто с различными взаимодействиями. Дальше, после того, как образ был продуман, дополнен, и после этого уже модель, можно сказать, влилась в само настроение, и произошел такой красивый перформанс. После первого образа такого легкого воздушного мне хотелось перейти к такому, знаете, немножечко резкому переходу и добавить не то чтобы противоположность, а именно, если первый образ у нас ассоциировался и в него вкладывалось больше как м, передать состояние, какую-то, знаете, такую немножечко надеждость, что-то такое легкое, светлое, воздушное, то на втором образе здесь уже хотелось сделать именно акцент на самой модели, показать уже близко всю красоту, фактуру и портрет именно про человека.
Поэтому во втором образе я решил использовать уже черное платье, которое было у модели, и сделать картинку более грубой, фактурной, чтобы показать именно историю самого человека, такой какой-то более честный портрет, именно показать саму внешность, какое-то внутреннее состояние и, собственно, настроение самой модели. Он получился более резкий, как и я очень люблю, много текстуры, именно с задним фоном, допустим, который я поместил в итоге. Это была такая стенка, как флаг, можно сказать, и мы снимали уже на ней. У нас было черное платье с открытыми плечами, и из-за этого я очень часто люблю использовать такой, можно сказать, как прием, когда одежду совершенно не видно в кадре. Допустим, если это какой-то портрет, то мне хочется именно сконцентрироваться на самом лице, допустим, светом подчеркнуть фактуру лица, и так, чтобы не было каких-то отвлекающих деталей, которые бы перетягивали к себе более внимание. То есть здесь у нас более контрастный такой фон, текстурный, что очень важно, яркий акцент на волосах и именно плавно переходящий акцент именно больше к лицу, именно показать всю красоту, внешность, какие-то особенности. И у нас также было украшение, которое чуть-чуть компенсировало верхний акцент, и получились такие более элегантные, сдержанные портреты. Завершающий этап — это создание самого-самого простого, можно сказать, образа, который не включает в себе никакой образ. То есть это а, одежда, в которой пришла модель просто, когда она идет, ходит на улице, носит повседневной одежде. Это какая-то базовая черная футболка, джинсы, в которых очень комфортно. И здесь просто хотелось повзаимодействовать, половить какие-то моменты и показать человека без какой-то определенной эмоции, там, допустим, какой-то строгости, радости, без какой-то определенной задумки, задачи. По свету здесь хотелось добавить именно, чтобы акцент был на лице, то есть показывались четкие, красивые скулы, именно вот такая, знаете, вот прям супер статичная фотография, похожая на какие-то снимки полароидные, именно фотобудки какой-то, где показывается внешность такая более яркая, акцентная, поэтому задний фон я выбрал белый, и, собственно, такие простые кадры в пойманных каких-то моментах у нас получились. На самом деле эта съемка была такой, можно сказать, очень важной в плане именно по общему состоянию того, чего, можно сказать, не хватает, какого-то именно вот действительно а, света. Кстати, забавный факт, я записываю это видео как раз с 31 на 1, то есть это самый настоящий Хэллоуин. Вот. И я в ночь в Хэллоуин рассказываю самую светлую и, можно сказать, романтичную съемку, которая у меня была, именно по первому образу. Он получился такой действительно интересный, можно сказать, как романтичный, такой немножечко литературный. Поэтому даже в темные времена можно найти какую-то частичку света или полярную звезду, которая всегда светит на темном небе. Вот, да, вот такое у меня сегодня романтично-винтажное настроение, поэтому, кстати, забавный факт. Я перед съемкой я обычно включаю, подбираю какие-то определенные плейлисты,
И этот плейлист, который я наткнулся на него, он называется, по-моему, «Мальчик, который любит море» или что-то такое. И там певица Аурора, я, возможно, могу неправильно называть, но все же. И это так забавно, то, что прям плейлист очень круто подошел именно под само настроение такое, именно под первый образ. Первый образ, он прям задал все настроение, которое вот плавно перетекало с одного образа в другой, даже если там были какие-то такие более дерзкие моменты. И да, на Бусти уже выходит эксклюзивный контент, он немножечко опять возобновился, поэтому там вот, по-моему, крайний ролик, который сейчас, возможно, вы видите какие-то вырезки на экране, вышел про тоже очень такую нежную съемку, которая у меня была. И всю информацию вы сможете найти по ссылке в описании. Поэтому спасибо всем за просмотр. Дарите свет и никогда не отчаивайтесь, потому что всегда есть какая-то путеводная звезда, к которой нужно идти. Увидимся в следующих роликах. Всем пока. Я вот эту фотографию с бантиком оставил специально. Вентилятор, он с основания студии тут лежит.